Всем привет, спортсмены и просто увлекающиеся. Давно не было меня. Рассказываю про подготовку к железной дистанции. Три, собственно, логических отрезка про то, первое, какой старт выбрал и почему. Второе, там, специфика подготовки. Три, там, какие-то, не знаю, гаджеты, лайфхаки, что-то еще, да, там, спортивный инвентарь. Кому-то, может, это самое интересное. Начнем первое. Выбор старта. Мы поехали в Омск, в наш родной город, на какое-то время, на 3 месяца примерно, да, то есть с июня по сентябрь ориентировочно. Я подумал, что было прикольно сделать железную дистанцию, потому что уже морально к ней готов, да, осенью непонятно, смогу ли я. И вообще, конечно, хотелось бы первый Ironman, первую железную дистанцию сделать именно Ironman. Но, как оказалось, посчитав бюджет, комфортно это сделать не получается никак, потому что, во-первых, есть сложность с визой, все равно, ну, это определенные как бы и расходы, и трудности. Второе, в Европе выехать на полный Ironman — это, ну, математика очень простая. Слот там 700-800 евро, да, то есть какие-то комиссии, что-то еще, отель там 3-4 дня, это, ну, не знаю, 100 минимум, да, это вообще за 100 даже нереально найти иногда. Мне кажется, это тоже 500-800 евро. Перелет тоже, там несколько сотен. Все выходит примерно там в полторы, если не больше. Ну, еще питание там туда-сюда и все такое. Плюс виза. Ну, все может примерно по 2000 евро выйти вообще, как пить дать. В России, куда я полетел так или иначе, в любом случае, да, если я планировал попасть на Медный всадник, слот там стоит в 2 раза дешевле, чем по сравнению с Ironman, да, что и на Iron Star на Москву стоит в 2 раза дешевле слот. Поэтому причины очень простые. Перелет внутри тоже не такой дорогой, хоть из Омска, ну, не самый дешевый, но все равно. Ну, а жить в Питере и Москве у меня есть у кого. Поэтому чисто финансово в 2 раза дешевле получается. Вот так. И визу не надо, соответственно. Я подумал, почему нет, тем более я на российских на стартах таких больших, ну, в Iron, например, ни разу не участвовал. Вот. А как бы на Ironman я успею еще. Вот с вот такими мыслями я и пошел. Хотя друг меня отговаривал. Говорил, первый должен быть четкий, все должно быть там правильно, конкретно, хорошо организовано. В этом я его понимаю. Ладно, идем дальше. Медный всадник. Я покупаю слот на Медный всадник 12 июля. Потом, спустя несколько дней, я вспоминаю, что 12 июля день рождения моего сына. Слот отменен. Не потому, что я жену боюсь. Я же дома главный. Вы что? Это наше совместное решение. Нет. Потому что я день рождения ребенка, ну, не хочу пропускать из-за, собственно, страданий. Вот. Поэтому слот отменил и взял на Москву. Вот и все. То есть плюс немножко больше времени на то, чтобы подготовиться к «Не крути», потому что в мае я сделал половинку, да, половинку у меня было 4.19 Ocean Lava, выпуск есть на канале. И тут гораздо получается как-то удобнее и все складывается. Но опять же, я еще не загадываю. Сегодня у нас 26 июля, получается, 14 дней до старта примерно, да, 2 недели еще. Как все сложится, я не знаю. Поэтому старт был выбран таким образом. Все забронировано, договорено. Посмотрим, получится или нет. Идем дальше. Второй блок — подготовка. Самое главное и важное, наверное, что я занимаюсь уже примерно 4-5 лет, да, то есть за это время гораздо важнее та тренированность, которую я наработал за это время, нежели чем то, чтобы успеть сделать какие-то специфические тренировки. Общая тренированность организма всегда будет на первом месте. То есть, если вы там уже делали такую дистанцию или уже занимаетесь продолжительное время, ну, понятно, этим видом спорта, да, то есть есть какие-то отголоски специфической подготовки, какая-то база, если есть, то уже будет гораздо легче. Вот. Поэтому при подготовке и планировании времени, тоже тут сейчас затронем эту тему, я ориентируюсь вообще на... То есть
хоть сейчас вот пойти на старт, там, за 11 часов, за 12, мне кажется, я финишировал бы. Проблема не в этом. Ну и то, ну, даже за 15 с проблемами, там, если проблемы с желудком было, не спланировал питание, не потренировал бы его или что еще. То есть пройти не проблема дистанцию. Вопрос во времени. За какое время я хотел бы это сделать. Лично я хотел бы, например, это сделать за менее чем за 10 часов, а еще лучше менее чем за 9 часов. То есть в идеале, да. Я думаю, что-то, если учесть там погрешности какие-то, это быстрее 9:30. Плыву я так себе, но результаты все равно я в плавании прогрессирую. Половинку я сделал что-то по 1:48, 1:49, что такое, да, там из 35 минут у меня было. Ну, по-хорошему, с учетом прогресса, спасибо моему тренеру Александру Варюхин, я отмечу его, блоки мы делаем хорошие, подготовка классная, в неделю проплываем там больше 10 километров, правило это 3-4 плавания, есть разные отрезки, разные работы, был проделан большой силовой блок, тут вообще вопросов нет, тут я ему полностью доверяю и поклон ему до самой земли за то, что он это все делает онлайн абсолютно, да. Вот. Тренер мой основной Александр Григорьев. Спасибо ему тоже за это все. Он меня переспросил еще, готов ли ты вообще точно решил железку. Я говорю, да, все, слот куплен, билет куплен, давай. Он сказал, я ему говорю, что будет, ну, сильно тяжелее, как изменится вообще тренировки на его взгляд. Он говорит, ну так, подлиннее чуть сессии будет. Ой, что-то на прошлой неделе я выполнил, вставляю видео вам, 4,5 часа велосипеда на мощности там от 60 до 80%, ну, с увеличением, можно сказать. И затем я бежал 3 по 5 километров. Увеличение темпа от 4:20 до 4 по 5, ну, 5 километров с перерывом в 1 километр, темп по 5. Сказать, что это было тяжело, ничего не сказать. Тупишь после вело конкретно, ЦНС утомляется. Ну, сами по себе 4,5 часа велик, конечно, утомляют. Вышло 160 километров, со средней 35. Вставлю тоже статистику вам. Ну, вообще постепенное было увеличение. Я в Черногории начал уже наезжать там по 120, по 130 километров, по 140 иногда. Но это разное. Все равно, тут я езжу на ТТ, как бы, да. Там в Черногории на шоссике ездил, с паузами большими, это другое немножко. Тут хорошо, в Омске дороги позволяют условия, хотя не всегда, 2-3 недели я делал на станке по 4 часа вело, но это вообще ужас. Караул. Короче, я понял, что чтобы готовиться к железной дистанции, нужно много времени, и это основная проблема. Вот. Поэтому здесь так. В целом выходит с учетом этих длинных сессий, ну, там 14-15 часов, вот так вот, иногда 20 бывает, если сильно там что-то тяжелое. Вот на прошлой неделе в субботу было 3 цуля, потом на следующий день вот эти 4,5 часа, потом вот эти 18 километров, короче, тяжеловато было. Если плохо восстанавливаешься и сна нет, или там большой стресс на работе, это вообще, ну, опасно для здоровья, я бы сказал. Ну, короче, не очень, не рекомендую. Ну, вот. Поэтому вот как-то так. При подготовке что еще? У меня сейчас происходят в жизни сложные события. Еще мой ребенок попал в реанимацию с болезнью, переболел пневмонией, потом еще там подхватил какой-то вирус, сейчас находится там еще. В реанимации тяжело тренироваться в таких условиях, конечно, морально приходится себя за шкирку брать, буквально идти на тренировку, но благо тренировки стали привычкой, поэтому это способ, скажем так, отвлечься, в том числе потому, что если сидеть дома думать об этом все еще хуже, поскольку ничего не можешь особо сделать. Вот, поэтому как-то получается, то есть тренироваться и то ладно, ну, опять же, я не загадываю, посмотрим. По тренировочным блокам в целом все осталось так же, добавились вот брики на выходные, которые я раньше не делал, я все половинки переваривал в целом без бриков, вот, и тут единственное, скажем так, ну, стало потяжелее, да, немножко, да, есть такое. Потому что тренировка длительностью сколько? 6 часов? 6-7 часов тренировка, да сейчас за ужас-то. Вот. Понятно, ты тренируешь энергообеспечение, то есть питаешься, я питаюсь мальтодекстриновым и фруктозой, там за тренировку съедаю там 500
может быть, если не больше грамм углеводов. Вот. Ну, там рассчитано все, как бы соли, изотоники, иногда гели, все вместе, короче. Подробности вдаваться не буду. Наверное, когда отчет уже о гонке расскажу, буду рассказывать, как питался, да. План питания на гонку тоже я себе расписал, построил, что когда буду есть. Переходим к велосипеду. Ну, или к экипировке, или к чему-то еще, я не знаю, да. Вот. Блок номер 3. Плавание будет в гребном канале. Должно быть это легче, чем в море для меня, да. У меня есть гидрик новый, я на него обзор еще не сделал, не знаю, может он к этому времени выйдет. Zoot Force 5.0. Классный гидрик, я в нем поплавал на открытой воде, тоже прикреплю фотки. Классно держит, главное его правильно надеть, чтобы под руками не было там натяжения гидрокостюма, чтобы он, костюмчик, чтобы сидел, короче, вы поняли. Вот. И в целом-то и все. Велосипед. Есть у меня аэронабор Easy Gains, это диск, колпаки на задний диск, да, то есть колпак на звезду, там тоже на эту тему есть отдельное видео, можете посмотреть на канале, или оно выйдет чуть позже. Я, если честно, за 2 месяца уже, получается, уже 2 месяца, да, примерно, видео вообще не выкладывал никакие, что-то тяжело с этим что-то здесь, вот, и хорошая штука, которая должна ускорять. Ну, в целом, я думаю, по вело, как будто бы, если условия норм, получается ехать вообще 38, ну, до той мощности, которую я могу вести, там, 4-5 часов, вообще нормально. Я вообще даже, если будет супер благоприятно, я бы вообще рассчитывал на 40, но непонятно с маршрутом. Сначала он должен был быть 4 круга по Москве, да, сейчас уже 6. Какой-то набор там пишут, 1,5, ничего не понятно, короче. Неизвестно, как будут условия, какой ветер, не ветер, дождь, поэтому от этого сильно зависит тоже. Потому что с ветром, например, сильным, я вот ездил на последней тренировке, вышло всего лишь 35. Хотя это тоже неплохо. Проехать средний 35 тоже норм. Ну, как бы, но я думаю, что потенциал выше. Не нравится мне шлем, который у меня с Pio Cardea. То есть он как будто бы не очень оптимален. Мне не нравятся карманы, покажу такой за шеей, да. Скорее всего, подошел бы что-то типа какой-нибудь Руди новый или AGC Edwot. Вот так вот. Скорее всего, но я уже не стал, уже мало времени осталось, подготовиться не буду. Весь упор на велосипед вообще, на все, что может, да. Есть трясют новый, хапанный мой, который аэродинамичный якобы. Что еще по колесам, да, колеса карбоновые DXC50, как и вы видели у меня на прошлых видосах, на которых я стартовал, да. Колпак вот этот имитирующий диск, кстати, стоит не идеально он. Есть риск небольшой. Гидратация, все понятно, бутылка между рук. Что еще? Будет новая цепь, новые покрыхи без камерки. Я взял специально подгонку. Тоже это должно несколько ватт добавить. Ну, мне кажется, там все, что можно. Почти что там на 90%, наверное, 80-90% мои возможные, которые я могу выжать из своей технические аэропозиции, там, чего-то еще я выжил. Если бы только мне велосипед какой-нибудь и кокпит какой-то космический, да, еще. К сожалению, обтекатель я не буду распечатывать на 3D принтере и ставить, который у меня был на половинке. Вот, потому что здесь мне его могут и забраковать, и, короче, мне кажется, ненадежным и опасным. Ну, для других участников. Там отвалится, отлетит еще куда-нибудь, черт его знает, лучше не надо. Вот, что еще из технического? Ну, кроссовки у меня будут Думай Carbon Shock 3.0. Тоже не идеальные кроссовки, просто предыдущая версия Carbon Fly 3 у меня развалилась окончательно, порвалась, я, может, в них даже бежал, потому что они мне норм. Вот, но в них уже 2000 километров, и, короче, они вообще это... Побегу в этих, других у меня нет, я с собой из Черногории вещей мало взял. Вот, что еще по экипировке? Ну, все, наверное, больше и ничего. Плыву, получается, очки форум Swimming, они у меня есть, да, буду, поскольку GPS, кстати, не будет работать без часов на плавании, буду только с очками в этом гидрокостюме. Потом надену, набор Easy Gains подразумевает еще кальфы, да, аэродинамичные, ножки побреем, велосипед я рассказал все, у меня велосипед, тоже обзор на него есть на канале.
Что еще? Шлем, все трясют, гидратация, там сколько литров. Ну, можно на видео посмотреть сколько, ну, примерно столько же и будет. Спереди 650 плюс 800, это 1450, да. Сзади 2 по 950, это 1800. Ну, короче, примерно получается 3,5. Нижнюю флягу Elite я разрезал, там увидел, короче, у проатлета лайфхак. Разрезал и засунул туда запаску, там баллончик и все такое. И у меня будет там, получается, аэродинамичный тулбокс у меня, блин, на раме будет. Хотя его по-хорошему с рамы тоже снять, но куда-то положить лучше на всякий случай это надо, потому что я техничку не хочу сдать, если проколюсь вдруг. Не хочу ждать. Вот. Что еще? Да и все, наверное, как будто бы. Расчет, вот я бы, конечно, хочется из 9 часов, но это должно прям все четко получиться. Я должен проплыть за час 10, час 15. Я должен проехать там за 4, ну, из 5 часов, да, то есть точно, еще быстрее. И пробежать из 3 часов. Ну, то есть, но опять же, фиг знает, что будет. Это долгая дистанция, недаром она железная. Питание очень важно, питание может не зайти, есть куча рисков. Может быть, тупо жарко, как на Медном всаднике. Может быть, и хорошо, что я на него не попал. Поэтому подготовка пока идет так. Кадры какие-то с подготовки я вам вставлю, поставлю, покажу. Надеемся на лучшее, скрещиваем пальчики и увидимся в Москве. Не стесняйтесь, подходите, даже если не помните, как меня зовут, кричите: «Эй, ой, бой», кричите, и будем общаться с вами. Ну, все, давайте на связи, пишите комменты, увидимся в Москве, дай бог.